Дорогие друзья, я в аэропорту и жду уже рейс. Рейс ровно в 7 вечера, так что ждать осталось не совсем долго, всего лишь 2 часа. Со мной летит в этот раз мама. Мы отправляемся для нас в новую страну. Мы там еще ни разу не были, ни я, ни мама. Поэтому будет интересное приключение. А чем же занимается там Эдвард? Все, Эля улетела. И я направляюсь назад домой. Назад я буду ехать один, не ехать 150 километров, поэтому это займет какое-то время. Интересное место. Я хотел бы рассказать вам о месте, где я сейчас нахожусь. Это не просто аэропорт Виз на границе с Нидерландами, Германии с Нидерландами, буквально 5 километров отсюда граница. А суть в том, что этот аэропорт раньше использовался как военная американская база. Здесь до сих пор остались бараки, и они до сих пор стоят. И получается, этот аэропорт — это их прошлый аэродром. Это вот на самом деле очень интересно. Такая вот штука. И что я хочу сказать? Ну, расширили, американцы уехали, они переместились на другие базы, а здесь осталось место такое. Так, давайте будем садиться. У нас жара еще 30 градусов. И будем начинать потихонечку ехать уже. Вот, тут уже кто-то садится в самолет, но это не Эля. Но они хоть и этой вроде бы компании Ryanair тоже летят. А вот про эти старые бараки я и говорил. Вот они, видите? Там еще у них на здании громкоговорители есть и прочее. Вот еще. Там они, видимо, явно держали технику какую-то. По большей части все эти бараки уже, естественно, заброшены. Там вообще ничего нету и никого нету тоже. Это очень даже интересненько. Так, нас выпустили, и мы начинаем ехать. Я буду смотреть с навигатором, куда он нас заведет. Я хочу проехать через Голландию, потому что, скорее всего, так будет быстрее. Мы с мамой долетели в Шотландию. Погода пока что солнечная, 8:30. Самолет задержался. Мы сидели в самолете, наверное, еще где-то полчаса, чинили колесо. Конечно, чуть-чуть было уже волнение, но все же долетели, все хорошо. Заправиться успели. Выдвинулись посмотреть на Стоунхевен. К этому, конечно, никогда не привыкнуть, потому что руль здесь справа. А мы едем по левой части дороги. Мам, как тебе ощущение по левой части дороги ехать? Ну, не знаю, как не на своем месте. Мы приехали к знаменитому замку Донатар, и сейчас вам его покажем. Ветер, конечно, сильный, на улице хоть и потеплело, очень радует то, что солнце, но ветер и правда сильный. Вид замка сверху. Вход стоит на одного взрослого 10-50 фунтов. Как вы можете видеть, замок стоит на таком утесе, который просто неприступен. И это, конечно же, очень выгодно, если кто-то хочет захватить этот замок. В общем, мы только что сказали, погода нормальная, так вот, пошел дождь. Побежали, а? Как раз спорт нужен. Промокло просто все. С рук, с куртки стекает вода. Мне повезло, я в кожаной куртке, с него просто вода стечет и все ок. Но вот всем остальным повезло меньше. Ты как? Очки. Главное, очки брать. А пока у Эли плохая погода, у нас в Германии стоит жара плюс 30. И можно было бы подумать, чем же я занимаюсь, да, сейчас здесь. А я еще и делаю пельмешки себе. Вы представляете, смотрите, какие они милые.
Вот, уже поставил. Сейчас вода закипит. Я брошу туда пельмешки. И это будет так вкусно. Не знаю, если честно, чем сейчас Эля там питается и что она сейчас кушает. Но я буду кушать реальную вкусняшку. Только что проехали заправку и хочу рассказать вам про цены. Литр бензина стоит 1,52 фунта. Припарковались на местной парковочке, вот так вот выглядит. И опять же все сыро, все очень-очень сыро. На 3 часа парковка стоит 3,70. Но если сравнивать с нашими ценами, то у нас минимальная парковка в Мюнстере сейчас стоит 2,50, 2,80. Да, но у нас тоже на других парковках есть и 3,50, и 3,75. В общем, Час, да? Да, в час, да. Все зависит, какая парковка. Перед нами открывается вид на этот восхитительный театр. Именно сейчас припарковался тут автобус. Это ж надо было так не повезти. Вот так, в общем, выглядит театр. Это самый большой театр на северо-восточном побережье Шотландии. А вообще, мы же сейчас находимся в городе Абердин. Абердин, который мы его сейчас знаем, был основан только в 1891 году. До этого это было 2 поселения. Старый Абердон, это университетский город, и Новый Абердин, это когда-то бывшая рыбацкая деревня. Гуляем сейчас по главной улице. Проходили ювелирный магазин. Должна сказать, что даже дорогие украшения еще выставлены на прилавках. Хотя в Германии часто самые дорогие украшения убирают. Гуляя по центральной улице, я заметила много свободных помещений. Некоторые здания недостроены. В общем, интересно. Пока что знакомых магазинов вижу мало. Начал свой день со спортзала. Вот сейчас на беговой дорожке, потом пойду позанимаюсь, а потом уже пойду домой. Это здание Royal Bank of Scotland. Тоже совершенно обычное здание, как и по всей улице. Все здания сделаны из гранита, так как раньше он здесь добывался, и поэтому такого серого оттенка. Но я должна сказать, стиль довольно красивый, то есть архитектура, вот эти вот стильные домики очень симпатично. Конечно, за которыми ухаживают. Мы подошли к зданию Marshall College. Оно очень красивое, все чистенько, за всем следят, ухожено. Да, и здесь есть Коста кофе, которого очень не хватает в Германии. Здесь очень много чаек, их можно услышать утром, и даже вот иногда над головами пролетают. В 1943 году город подвергся обстрелам, а в конце 20 века было у берегов обнаружено много залежей нефти. И с того момента ее начали добывать, искать способы добычи, и город начал стремительно развиваться. Как тебе первое впечатление? Мне нравится. Что ты заметила необычного для себя? Все из серого камня. Ну, мне нравятся более солнечные и яркие города. Вот такой вот здесь светофор, и мы ждем, пока он загорится. Вот напротив светофора нет.
это значит только вот этот вот. Здесь имеются велосипедные дорожки. Но, если честно, велосипедистов здесь, ну, не так, чтобы уж много. Вот велосипедная дорожка. Ну, я не знаю. Я видела велосипедиста от силы одного. Ну, может, двух. Мы подходим к площади Старого Абердина. Этой площади было дано название Каслгейт в честь старых ворот в город. Но ворот сейчас уже, конечно, нету, но у площади осталось такое название. Сзади меня находится старейшая башня. Она называется башня Толбота. И она датируется еще 14 веком. Это рыночный крест. Был построен в 1686 году гильдией купцов. Если кто-то знает, почему вот это здание или этот объект архитектурный не почищен, напишите свое мнение в комментариях, потому что вон то здание 14 века выглядит очень беленьким, за ним следят и ухаживают. Мне кажется, вообще эта старая площадь, в принципе, очень запущена. Судя по магазинам вокруг, вот даже наличие таких персон тоже не добавляет этой площади привлекательности. Очень заметно то, что много зданий, объектов, квартир, домов продаются. Я не знаю, с чем это связано, может, с кризисом в стране, но это прям очень заметно. Многие окна заколочены, многие заклеены, еще что-то. Встретили котейку. Нет, ну чтобы вы не думали, что сегодня шикарная погода. Дождь пошел опять. Ехали на пляж, по-моему, называется Fun Beach, как-то так. Это побережье Северного моря. Как думаете, сколько градусов вода? Градусов 14. Я думаю, 16. Кто хочет искупаться? Пойду попробую, сколько градусов вода. Нормально, градусов 16, даже не так все плохо. Мы все пробуем воду. Записываем, маме понравилась вода. Ну все, идем купаться. В спортзале мы уже были, позанимались хорошо, сходили в душ. А теперь что? Правильно, нужно покушать. А что у нас покушать? Правильно. Снова пельмешки. День второй. Выживаем как можем. Я хочу сказать, очень даже вкусная тема. Да. Поэтому я буду кушать. Не знаю, чем Эля там питается, но я питаюсь очень вкусно. И разнообразно. Но неважно. Зато вкусно. Мама заказала традиционное блюдо, это Scottish Pie. Это такой пирог внутри мяса. Я взяла стандартный бургер с помесом. Ну, как по мне, это тоже стандартная еда англичан. Вау! Божественно. Пробуем. Мне кажется, такое мясо мама когда-то готовила. Похоже на тушеное мясо, как мама готовит. Только в пироге, видимо. Да. Новый день, новые приключения. Сегодня мы отправляемся из города Абердин к Лохнесскому чудовищу. Я думаю, все знают эту сказку или легенду, как она там. Так что сейчас мы все посмотрим своими глазами и, может быть, даже увидим Лохнесское чудовище. Сейчас не говорим Эле, что мы делаем. Вот я ей сейчас не буду говорить и показывать, потому что вот как она будет монтировать это видео и увидит, чем я тут занимался, она скажет такая: ты пил бабулки без меня? Ну да. Я пошел за бабулки, короче говоря. Я уже приехал сюда на вокзал, где самый вкусный бабулки. Да-да. И сейчас буду его брать. Я попробовала местный национальный напиток, называется как-то Ирн-Бру.
Выглядит, конечно, странновато, так даже на фанту не похоже. Но по вкусу мне напомнила дюшес, если кто знает, ребят. Такой вот, или буратино, в общем, что-то это подобное. В общем, будете в Шотландии, попробуйте. Мне понравилось, очень вкусненько. После 2,5 часов в машине можно размять ножки, мы на месте. Та-да! Мы подъехали прямо к музею Лох-Несс. Не знаю, что именно в музее, но озеро находится вон в той стороне. Сейчас его не видно из-за деревьев. Как тебе дорога с Абердина? Ну, да, долго. Долго, я заснула. Окей. Not magic mushrooms, most them. Мы пробуем с мамой джин. У меня традиционно, мама более фруктовый. Пахнет, понюхай мой. Можно твой? Мой пахнет очень О, вкусной да. елкой. Ну хорошо, Как попробуем. обычно же. Тоненько не хватает. Вкусный. Согревает-то как? Горячо, да? Горячо внутри, да. В общем, если тут все магазины такие с джином, с виски, то я думаю, мы скоро увидим это лохнесское чудовище. Мы с Несси познакомимся лично сейчас. Вот канал Лох-Несс. Пока что до озера мы так и не дошли, так и нашли спуск к озеру. Вот канальчик, вот такой неплохой. Где Несси, не знаю. Нам все-таки удалось попасть поближе к озеру, и поэтому мы вот уже на кораблике. Вход на кораблик стоит 27 фунтов, это 2 часа прогулки по озеру. Сейчас посмотрим, может Несси выйдет поздороваться. Я поднялась наверх, тут, конечно, прохладненько, 16 градусов. И все-таки хорошо, что мы сидим внутри. Но я хотела вам заснять, вода в озере все-таки черная. Посмотрите на ее цвет. Ладно, все, пошла я вниз, тут ветер сумасшедший. Всем привет! Итак, третий день в Шотландии. Могу сказать, косточки уже промерзли все, хочется уже домой в плюс 30. Главное не заболеть здесь. Погода вроде бы сейчас теплая, но это все очень быстро меняется. Мы сейчас идем на смотровую площадку. Я даже в очках, солнце светит. Это, ну, прикольно. Мы идем вот на эту смотровую площадку сейчас здесь, прям у обрыва. Посмотрим на замок теперь с этой стороны. Вроде бы туда можно зайти, но там одни развалины. Сегодня, пока солнце светит, гуляем. И наслаждаемся солнечной Шотландией. Сегодня у нас вот такой вот компаньон. Компаньон, не знаю, видите вы его? Нет? Да, вот этот вот ушастый компаньон сегодня с нами. Ой, Все страшно. Компаньон удержит. а мама вот идет. Мы как-то потеряли маму. Он тоже думает, где это мы потеряли маму? Так, где тут маленькая собака? О, привет, улыбнулся. А, счастье какое. Не, ну стичи все. После недолгой прогулки все захотели все-таки перекусить и пробовать местное блюдо. На выбор у нас сегодня вот такое вот меню небольшое. Мы выбрали крабовые врепы. И что мы выбрали? Лобстера. Все вместе у нас вышло 24 фунта. Итак, вот это крабовые врепы. Я не знаю, где тут сам краб, ну ладно. А вот это лобстер, багет с лобстером. В общем, где багет и где лобстер, тоже пока непонятно. Но попробуем. Приятного аппетита. О, кто-то тоже уже хочет, проголодался. Неплохо. Неплохо, должна сказать, я не фанат морских продуктов, но неплохо. Очень вкусно, очень вкусно. Соус, булочка.
помазаны чесночным каким-то, какой-то подливка, очень вкусно. После того, как погуляли по холодной набережной, нужно согреться. Большой горячий капучино, у кого-то горячий шоколад. Ох, какая красота. Круассанчик с мармеладом, булочка тоже с мармеладом. А у меня вот такой вот чизкейк. Сладенькие еще фрукты. Наслаждаемся и согреваемся. Пока Эля там ест вкусняшки, кто-то отрабатывает в спортзале. Причем довольно-таки очень хорошо. Посмотрите. Нормально. Жарко, очень душно в спортзале. Даже независимо от того, что открыто полностью везде все окна. На улице духота. Примерно 27-28 градусов. Это ужас. По идее, сейчас должен пойти дождь. О, он уже даже начинает мелким капать. Это просто замечательно. Потому что духота невозможно заниматься. Просто ужас, конечно. Фух, ну ладно, погнали дальше. Добро пожаловать в Эдинбург, столицу Шотландии. Сегодня погода уже довольно-таки мокренькая, сырая, как и всегда, в принципе. Но Эдинбург, конечно, славится своей архитектурой, стилем. Здесь один из самых красивейших замков находится, к которому мы сейчас направляемся. На данный момент в Эдинбурге проживает почти 500 000 жителей. Там чувствуется то, что мы находимся в столице. Направляемся к главному замку, к нему ведет главная улица города. Замок прямо в центре. Он на горе. Эта гора, это бывший вулкан. То есть 350 миллионов лет назад эта гора была когда-то еще вулканом. Сейчас этот вулкан, конечно, не действует, и на нем расположен этот замок эдинбургский. Замок не раз завоевывался англичанами, потом обратно шотландцами. В общем, ради него велось немало боев. Это старинное здание является колледжем Эдинбурга. Мне, конечно, очень нравится их здание для школ, университетов. Это что-то с чем-то. Билеты в замок можно купить только онлайн. Например, на сегодня уже все билеты распроданы, поэтому лучше покупать заранее. Один билет стоит примерно 19 фунтов на взрослого. При написании книги Гарри Поттера Роулинг вдохновлялась видами, улицами, атмосферой Эдинбурга, и это, конечно, чувствуется. Один из знаменитых магазинчиков, который предоставляют продукты из разных фильмов. Вот, например, Гарри Поттер. Музычка в магазине вот прям подходит. Атмосфера сразу очень круто передается. Здесь просто есть все с каждого факультета. Просто все, что хочешь. Часть ингредиентов для своих бургеров я уже купил. Посмотрите, булочка тут уже есть, все есть. Кетчуп сделан, а еще и помыть с собой. Картошку фри. Сейчас пойду это все буду готовить и наслаждаться пиршеством. Буду пировать. Пока Эля там бедненькая в холодной Шотландии сидит, у меня тут настоящий пир. Праздник живота. Мы уже в соседнем магазине, их тут прям несколько на одной улице, Виктория-стрит. Мне кажется, коллекция Гарри Поттера еще больше. Магазин прям сделан в стиле старинном, как показано в фильмах. Сейчас опять у нас идет дождь. Но, если честно, я уже привык. Зашли в магазин мечей. Вот, например, как я понимаю, Winter is Coming. Это из Винтерфелла меч. Гуляем по старому Эдинбургу. И здесь, конечно, очень-очень много всего. Прям каждый дом хочется сфотографировать. Так получилось, что я иду прям по стопам Гарри Поттера. И тут я очутилась на кладбище. А именно на этом кладбище был заснят момент с могилой Тома Ридла. Как вам прогулка по кладбищу? Отлично. А чем же Эдвард занимается в то время, пока я тут путешествую? Я в ожидании гостей. И посмотрите, что я уже тут сделал. Та-да! Вот еще картошка лежит и кетчуп с майонезом. И сейчас все буду потихонечку готовить. Я думаю, они уже придут с минуты на минуту буквально. Поставить разогреваться я это уже поставил, включил. Осталось только все пожарить. Еще духовочку потом включу, чтобы сыр расплавить. Такой вкусненько все было.
Ну и, в принципе, я готов. Я заметила, то, что здесь очень популярно какое-то шотландское мороженое. Прям много кафешек с мороженым. И возникает такой вопрос, почему в Шотландии, в такой вроде бы холодной стране сырой, так любят мороженое? Не знаю, лично я его так и не попробовала, так как меня в таком холоде не особо потянуло на мороженое. Очень много мероприятий вечерних, прям зазывают на всякие шоу, концерты. Вот такую я красоту, короче, сделал. И сейчас мы все это будем уплетать нашей скромной мужской компании. Приятного нам аппетита. Эля, я надеюсь, ты там не голодный. И как завершение нашего дня в Эдинбурге мы решили пообедать в азиатском кафе. У меня вот такая порция большая макарон, у Олечки тоже большая порция макарон с курицей, еще взяли такие водоросли, а у мамы рамен. Рамен с курочкой, попробуй. Макаронами это вкусно, остренько. Попробуем. Очень вкусно. Обед в азиатском кафе нам обошелся в 54 фунта. Наша поездка подходит к концу, мы прощаемся. Шотландия – это ветер, овечки, пасущиеся на травке, печенье Уолтерс и виски. Настал тот день, когда Эля наконец-то прилетает. Собрался, сходил опять в спортзал, пришел, сходил в душ, а сейчас собираюсь поехать выпить чашечку кофе. Поехали. И да, сразу видно, да, то, что что-то не так. А все потому, что погода меняется. А что с погодой? Правильно, Эля с собой ее привозит. Поэтому тучи уже здесь, а Эли еще нет. Ничего, она их догонит, видимо. И дождь тоже принесет. Эх, такая жара стояла. Сэндвичи в дорогу куплены. Ждем самолет, вылет домой до Дюссельдорфа. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, напишите, как вам Шотландия, кто здесь был или хочет побывать. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и до скорой встречи.